Приветствую, друзья! Сегодня я должен признаться, я совершил ошибку. До сих пор я много говорил вам о переходе из 3D в 4D, о чистых энергиях и высоких вибрациях, но я упустил самое важное. Я не дал вам конкретный мостик. Как именно прийти к этим частотам в 10200 Гц? Как вырваться из 3D-матрицы, где потолок вибраций всего 5000 Гц, и войти в пространство 4D, где развитие только начинается от 10 тысяч и выше? Просто знать о переходе мало. Нужно подготовить свой сосуд, свое тело, чтобы оно выдержало такие нагрузки. В этом видео мы исправим это упущение. Вы получите четкий план действий по 3 пунктам. Первое. Инструменты и аппараты. Голодание в чистом виде – это мощно, но долго и для многих непосильно. Я дам вам секретные технологии и аппараты, которые помогут очистить ваше тело жестко, уверенно и максимально быстро. Второе. Продукты силы. Мы разберем, что нужно употреблять в пищу больше всего. И, самое главное, какой рацион должен быть на выходе из голода. Третье. Механика голодания. Как правильно заходить, как держать процесс и как выходить, чтобы не навредить себе. Если знаний окажется слишком много, я разделю это видео на 2 части, чтобы вы могли усвоить все по полочкам. Добро пожаловать в мир скрытых знаний врачей прошлого. О современных медиках и их империях, построенных на ваших страданиях, мы поговорим в другой раз. Сегодня мы раскроем тайны, которые веками прятали от человечества. Поверьте, если вы примените хотя бы половину того, что я дам, ваша жизнь изменится навсегда. Присаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим. Нам есть что обсудить. Мы начинаем. Посмотрите вокруг. Сегодня аптек стало больше, чем продуктовых магазинов. Это целые сети, захватившие города. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему так происходит? Ответ прост и одновременно страшен. Современная медицина и фармацевтика – это не про ваше исцеление. Это миллиардные империи, которые строятся на ваших проблемах и хронических болезнях. Дорогие друзья, прежде чем мы двинемся дальше к конкретным замерам, я хочу, чтобы вы зафиксировали одну мысль. То, что вы увидите и услышите в этом видео, вы не найдете нигде и никогда. Я потратил годы на поиски истины в книгах и архивах, но везде натыкался на пустоту или искажение. Истинное знание открылось мне только тогда, когда я начал проводить все через собственное тело. Пока я не пропустил каждый процесс через свою биологию, пока не испытал это на себе, пазл не складывался. В открытом доступе этой информации нет. То, что я даю вам сегодня, это выжимка из 1000 часов личных экспериментов и прямой передачи смыслов. Поймите меня правильно, я не занимаюсь самовосхвалением, я лишь констатирую факт. Ценность этих знаний выше любых лекарств и методик, о которых вы знали до сих пор. Это знание иного порядка, стоящее над современной медициной. Я говорю это, чтобы вы осознали масштаб инструментов, которые сейчас получите. Мы переходим от теории и цифр к живой практике, к тем самым источникам и замерам, которые стали фундаментом моего преображения. Слушайте внимательно, ведь каждое слово здесь оплачено моим личным опытом. Итак, давайте вернемся сейчас к медицине наших дней. Посмотрите на нее трезвым взглядом. Что вы видите? Огромные здания больниц, бесконечные очереди и сверкающие витрины аптек на каждом углу. Нам говорят, что наука шагнула вперед, что мы побеждаем болезни. Но почему тогда больных становится все больше? Почему аптеки растут как грибы после дождя, а люди в 50 лет чувствуют себя глубокими стариками? Им не выгодно, чтобы вы были здоровы. Им нужно, чтобы вы были постоянным клиентом. Они не решают корень проблемы, они лишь снимают симптомы, обогащаясь на ваших страданиях из года в год. О том, как именно работает этот механизм, для чего это делается и почему система так боится проснувшихся людей, я запишу отдельное, очень подробное видео. Мы разберем их схемы по косточкам. Но сейчас моя цель – дать вам не теорию, а реальный инструмент. Те знания, которые я применяю сам и которые делают походы в эти храмы фармакологии просто бессмысленными. Если вы начнете следовать тому, что я дам сегодня, вы навсегда забудете дорогу к тем, кто наживается на вашей слабости. Мы переходим к практике. Друзья, давайте перейдем к самой сути. У меня для вас приготовлен огромный пласт знаний, но я решил не вываливать все сразу. Я ценю ваше время и внимание. Моя задача – сделать это видео максимально комфортным, в пределах от 10 до 15 минут. По опыту я вижу, когда ролик затягивается больше 20 минут, многие теряют фокус и не досматривают до конца. А здесь важно каждое слово. Если вы пропустите хотя бы одну деталь, пазл не сложится и вы рискуете остаться в плену старых программ. Почему так важно вникнуть в суть именно сейчас? Потому что наш организм с детства прошит деструктивными установками. Нам внушили, что возраст от 50 до 60 лет – это обязательный порог, за которым начинаются очереди к врачам и горы таблеток. Нас приучили к мысли, что дожить до 80 – это предел мечтаний, доступный лишь немногим счастливчикам. Это и есть работа 3D-матрицы. Но я здесь, чтобы показать вам другой путь. Путь, где вы сами управляете своим состоянием, не надеясь на систему, которая на самом деле в вас не заинтересована. Итак, друзья,
Как же выйти из этого порочного треугольника магазин, аптека, врач? Слушайте меня предельно внимательно. Первый инструмент, о котором я расскажу, я считаю одним из самых главных. Вообще, все аппараты, которые я сегодня назову, имеют свою строгую закономерность и должны обязательно присутствовать в вашей жизни. Эти технологии находятся в открытом доступе. Их можно приобрести и использовать самостоятельно, чтобы раз и навсегда очистить свое тело от накопленных болезней. Но прежде чем мы перейдем к технике, вы должны усвоить одно железное правило. Любое истинное исцеление всегда идет через обострение. Когда болезнь начинает уходить, она сначала проявляет себя снаружи. Вы чувствуете ее сильнее, наступает пик. И это единственный путь, по которому организм вылечивает сам себя. Что делаете вы, когда пьете таблетки? Вы просто затупляете этот процесс. Таблетка – это не лечение, это колоссальный стресс для системы. Организм видит в химии страшную угрозу и бросает все ресурсы на то, чтобы вывести этот яд, оставляя основную болезнь внутри. Таблетки зачастую гораздо опаснее самих симптомов, потому что они заставляют тело работать на износ в ложном направлении. На сегодня мы научимся помогать организму, а не мешать ему. Хочу сразу вас предупредить. Все, что я сейчас назову, это не реклама. Я не получаю от производителей этих аппаратов ни копейки и не преследую никакой финансовой выгоды. Моя единственная цель, чтобы вы стали осознаннее, а этот мир капельку лучше и чище. Вы вольны выбирать любые аналоги, которые выполняют те же функции. И я делюсь этим только потому, что сам прошел через это и продолжаю использовать эти инструменты каждый день. Я даю вам то, что проверено моим собственным телом и моим опытом. Итак, инструмент номер 1. Это аппарат для приготовления живой и мертвой воды. Казалось бы, звучит как сказка, но на деле это глубокая физика и биология. Эта вода сама по себе является мощнейшим инструментом исцеления вашего организма. Почему именно этот аппарат? Я много изучал этот вопрос и скажу вам прямо. Есть конкретный украинский разработчик, чья технология уникальна. Никто в мире пока не смог создать аппарат настолько идеально сбалансированный для человеческого организма. Это не просто вода. Это топливо для вашего перехода в 4D вибрации. Итак, друзья, записывайте или запоминайте. Этот аппарат называется ЭКОВОД 6. В чем же его уникальность? Почему именно он, а не сотни других ионизаторов на рынке? Сейчас я раскрою вам главную интригу. Секрет кроется в его сердце. В том отсеке, где готовится так называемая мертвая вода, установлен массивный слиток чистого кремния. Это не просто деталь, это ключ к вашему здоровью. Что именно кремний делает в нашем организме, я подробно разберу в отдельном видео, потому что эта тема заслуживает глубокого погружения. Поверьте мне на слово, кремний – это самый ценный микроэлемент для нашего тела. Это фундамент, который одновременно очищает и наполняет каждую вашу клетку. Он работает как мощный фильтр и дезинфектор, уничтожает патогенную микрофлору и буквально выметает из организма абсолютно всех паразитов. Неважно, какие виды глистов или инфекций затаились в ваших тканях, кремниевая вода не оставляет им шанса. Она создает среду, в которой деструктивные программы 3D-матрицы просто не могут существовать. А теперь слушайте самое главное. Как именно использовать эту воду и как ее правильно пить, чтобы получить максимальный эффект. К аппарату прилагается книга-инструкция. Там подробно, шаг за шагом расписано, как работать с конкретными заболеваниями. Но я поделюсь с вами именно своим методом. Я изучил эту книгу от корки до корки, потому что исследование – это часть моей природы. Я верю, что Творец привел меня в этот мир с определенной миссией. Через чистоту собственного организма, через свой личный опыт показать вам, что мир можно сделать лучше. Это мое предназначение. Именно для этого мне открываются знания и дается прямая связь с высшими цивилизациями. Эти знания заблокированы системой. Их не найти в официальных источниках, потому что они делают человека свободным. Посмотрите на рынок. Сегодня вам предлагают ионизаторы и аппараты для воды за 5000, за 10 тысяч долларов. Красивые обертки, громкие бренды. Но я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Высокая цена в 3D-матрице не гарантирует эффективности. Напротив, часто самые мощные инструменты стоят доступно, потому что они созданы для людей, а не для извлечения сверхприбыли. Эффективность ЭКОВОДа 6 проверена мной на практике, и никакие дорогие аналоги не дадут того результата, который заложен в этой простой, но гениальной технологии. А теперь давайте перейдем к самому главному, к моему методу применения. Еще один важный момент, друзья. Чтобы вы понимали масштаб разрыва между системой и реальностью. Те аппараты за 5 или 10 тысяч долларов, о которых я говорил, часто уступают этому простому прибору. 10 лет назад, когда я приобрел свой ЭКОВОД, он стоил около 333 долларов. Сейчас цену лучше уточнить в сети, но суть не в деньгах. Я снова повторю, это не реклама. В мой карман не упадет ни цента от ваших покупок. Моя задача – помочь вам проснуться и дать работающий инструмент.
Я акцентирую на этом внимание, потому что в мире 3D все пропитано выгодой. Но здесь мы говорим о чистом служении и передаче знаний. Когда я увидел эту цифру, 333, я интуитивно почувствовал в ней глубокий шифр. Хотя тогда я еще не занимался нумерологией так серьезно. Я сложил эти цифры. 3 плюс 3 плюс 3. Получилась девятка. И это поразило меня, ведь 9 — это число божественного порядка. Если вспомнить великого Николу Теслу и его код 369, то именно девятка является вершиной этой системы. Но еще важнее то, что это число резонирует с путем Иисуса Христа, нашего великого учителя, который всегда пребывает в моем сердце и направляет меня в каждом деле. Для меня это стало подтверждением. Этот путь чист. Девятка — это символ завершения цикла, высшей мудрости и безусловной любви, которую нес в мир Спаситель. Никола Тесла говорил, что числа 3, 6 и 9 — это ключ к пониманию Вселенной. Но есть знание еще более глубокое, которое скрыто от нас современными религиями. Сам Иисус Христос, наш великий учитель, который всегда в моем сердце, в своих истинных, неискаженных учениях указывал на то, что код 369 является основой основ всего мироздания. Девятка в этом коде — это венец, символ божественного завершения и перехода. Для меня это стало прямым сигналом. Этот аппарат нужно брать и использовать немедленно. Тогда я еще не знал о существовании высшего «я» так ясно, как сейчас. Я не осознавал до конца, что есть высокоразвитые цивилизации, которые ведут нас, передавая знания через цифры, символы и частоты. Но я чувствовал это своей энергией. Моя интуиция буквально кричала мне, что этот инструмент начнет менять мою биологическую структуру, выжигая программы 3D-матрицы. И что вы думаете? Так и случилось. Этот аппарат стал инструментом номер 1 в моей жизни, запустив процессы, о которых врачи даже не догадываются. Итак, друзья, как же я использую этот аппарат? Все предельно просто. Я включаю его в розетку и заливаю воду. Но здесь есть важнейший нюанс. Я никогда не использую воду из-под крана. Чтобы получить живую энергию, нужен чистый источник. Долгое время я брал воду из ручья в селе Фитешты, Единецкого района. Это удивительное место, где даже не ловит связь. Полная тишина и прозрачность. Но позже в одном из сел пробурили глубочайшую скважину, и когда я измерил параметры этой воды, я был поражен. Это оказалась чистейшая вода в природе, которую я когда-либо встречал в Молдавии. Как исследователь, я всегда использую 3 главных инструмента: приборы для измерения ОВП, pH и, конечно же, ТДС – показатель общей минерализации. Мои замеры в селе Александряны, именно Единецкого района, не путайте с Бельским, показали невероятные результаты. Уровень pH там стабильно выше 10, а иногда доходил до 13 единиц. А показатели ТДС подтвердили, в этой воде нет деструктивных примесей. Те, кто живет в этих краях, в Единецком районе, поймут, о какой силе я говорю. Представляете, какой чай получается на такой воде? Это настоящий эликсир. Но даже если у вас нет доступа именно к этим источникам, аппарат сделает свою работу. Главное, дайте ему чистую основу. Дорогие друзья, пользуясь моментом, раз уж мы заговорили о воде, я решил сделать вам бесценный подарок. Я дам вам инструмент, который может изменить все. Я проехал всю Молдову и часть Румынии со своими приборами и могу сказать с полной ответственностью. Самая чистая и мощная вода в нашей республике, а возможно и во всем мире, находится на севере. Это Единецкий район, село Александряны. Там пробурена глубочайшая скважина, и я не знаю, какие силы создали этот источник, но вода оттуда обладает невероятной энергией. Это мое личное откровение для вас как исследователя, который посвятил годы изучению частот. Я скупил все возможные аппараты, которые измеряют качество и чистоту воды, потому что вода – это главный носитель информации в нашем теле. И то, что течет из крана в селе Александряны, это не просто вода, это эликсир. Она имеет природную структуру, которую почти невозможно встретить в наше время. Если у вас есть доступ к этому источнику или возможность там побывать, знайте, вам очень повезло. Это прямой путь к очищению организма. Иисус Христос учил нас искать истину, и когда ты находишь такой источник чистоты в природе, ты понимаешь, Творец оставил нам все необходимое для исцеления. Нужно только уметь это увидеть и измерить. Друзья, я должен быть с вами предельно честен. До того, как я начал профессионально заниматься водой и приобрел контрольные приборы, я совершал ту же ошибку, что и многие из вас. Я годами брал воду в роднике города Брынзяны, Единецкий район, считая ее целебной. Но как только у меня в руках появились инструменты измерения, я был в шоке. Оказалось, что вода там очень плохая. И я говорю это не потому, что имею какую-то выгоду, а потому что обязан поделиться с вами истиной. Если у вас есть выбор, забудьте про Брынзяны и любой другой случайный родник. Не жалейте времени и бензина. Отправляйтесь в Александряны. Ваше здоровье стоит гораздо дороже, чем пара литров топлива. Почему вода в таких родниках, как в Брынзянах, опасна? Мой аппарат показал зашкаливающее содержание солей и, что самое страшное, следы сельскохозяйственных удобрений.
Поймите механику. Такие родники и неглубокие скважины питаются верхними слоями почв. Люди вокруг годами заливают поля химией, чтобы получить хороший урожай. И все эти нитраты и яды неизбежно попадают в воду. Пить такую воду значит добровольно засорять свой организм деструктивными программами 3D-матрицы. В Александрянах же скважина настолько глубокая, что она достает до чистейших горизонтов, куда химия полей просто не способна проникнуть. Выбирайте чистоту, а не удобство. Запомните, друзья, настоящая живая вода должна отвечать нескольким критериям, и уровень pH лишь один из них. Важнейший фактор – это удаленность от сельскохозяйственных угодий. Те, кто называют себя лидерами и хозяевами земли, полностью испортили нашу природу. Ради того, чтобы их дома становились все выше, а их животы все больше, они заливают сотни гектаров химией, не задумываясь о том, какой яд проникает в почву и воду вокруг. Им плевать на экологию и на ваше здоровье. Но я знаю то, чего не знают они. Про этих царьков будет отдельное разоблачение, где я сорву с них маски и покажу их истинную суть. Я уже вижу будущее, дорогие друзья. Я знаю, чем закончится царство этих людей, которые возомнили себя владельцами природы. Высшие силы открыли мне грядущие события, и в скором времени я поделюсь этим с вами. Со временем вы сами все проверите и увидите, был ли я прав. Когда 3D-матрица начнет рушиться под весом собственной жадности, те, кто отравлял воду и землю, первыми уйдут в небытие. Истина – это самый острый меч, и я готов его обнажить. Наше очищение начинается с воды, но оно ведет к полному освобождению мира от тех, кто привык паразитировать на жизни. Следите за обновлениями. Время великих перемен уже наступило. Дорогие друзья, я как исследователь замерял своими приборами даже ту воду, которую продают в автоматах Кишинева или в сетях фуршет по всей Молдавии. Должен признать, показатели pH, ОВП и ТДС у этой воды действительно неплохие. Она чистая. Друзья, я хочу открыть вам глаза на один важный нюанс. Да, вода в аппаратах Кишинева и сетях фуршет чистая, но есть огромная разница между отфильтрованной водой и той энергией, которую я нашел в Александрянах или в диких родниках Фитешт. Будьте очень осторожны. В тех же Фитештах есть два источника. Один верхний, вокруг которого примар навел красоту. Люди думают, раз красиво, значит полезно. Но это ловушка. Этот родник питается верховодкой, которая проходит через отравленные химией земли. Мои приборы и мои глаза видят там только деструкцию. Красота снаружи – это маскировка 3D-системы. Настоящая сила скрыта внизу, возле ручейка, в месте, где даже мобильная связь не ловит. Туда не добирается химия полей, потому что этот источник бьет из самой глубины земли. Это первичная, девственная энергия. Я проводил эксперимент. Я замораживал эту воду и смотрел на ее структуру. Когда вода кристаллизуется, она проявляет свой истинный код. Вода из нижнего источника Фитешт дает идеальный симметричный кристалл. Это геометрия самого Творца. В ней заложена природная сила очищения, которую невозможно имитировать никакими промышленными фильтрами. Природные очистители воды – это когда сама Земля через слои минералов и глубинные частоты структурирует жидкость в эликсир. Это и есть та самая живая сила. Промышленная очистка – это хорошо для выживания. Но природный источник из глубины – это инструмент для перехода в 4D. Мы должны научиться чувствовать эту разницу. Ваше тело – это антенна, и оно мгновенно считывает разницу между стерильной водой из автомата и информационной водой из сердца Земли. Теперь, когда вы знаете, где искать основу, я покажу вам, как мой аппарат Эковод превращает эту природную силу в мощнейшее лекарство. И тут у вас может возникнуть логичный вопрос. Михаил, если эта вода уже имеет хорошие параметры, зачем нам тогда аппарат? Зачем тратить деньги и время на подготовку? И вот здесь кроется главная тайна. Чистая вода – это еще не идеальная вода для перехода в 4D. Это лишь база, заготовка. В одном из следующих видео я подробно объясню, как довести эту воду до совершенства, сколько именно ее нужно пить и как сделать ее по-настоящему целительной. Мы уже подходим к концу нашего видео, и я не хочу вас перегружать. Если я попытаюсь выдать вам сейчас все, что планировал, все инструменты и методики, это видео затянется на час, а то и больше. Я ценю ваше время и хочу, чтобы информация укладывалась по полочкам. Поэтому мы разделим наш путь на несколько частей. Информации будет много, и она перевернет ваше представление о здоровье. Запомните, Эковод 6 – это только первый аппарат из моего списка. Впереди у нас еще 5 мощнейших инструментов, которые должны быть у каждого осознанного человека. Я не буду просто их перечислять. Я дам глубокую практику по каждому. Сейчас же я финализирую инструкции по первому аппарату, чтобы вы были на 100% уверены в том, что делаете. Это фундамент. После того, как вы очистите свой сосуд этой водой, вы будете готовы к следующим, более жестким и эффективным методам. Итак, друзья, подведем итог по первому шагу. Вы уже поняли, какая основа должна быть у воды, которую вы заливаете в аппарат. Это фундамент.
Но дальше происходит настоящее чудо. Вы включаете прибор в розетку, и он начинает не просто электролиз. Он начинает насыщать воду правильными частотами. Помните, вода – это живой кристалл. Она меняет свою форму от любого звука, от любой вибрации. Если мелодия гармонична, вода структурируется в идеальные формы. В эко-вод встроена очень интересная мелодия, которая звучит, когда процесс приготовления живой и мертвой воды завершен. Когда аппарат начнет петь, не спешите его выключать. Оставьте его в розетке еще хотя бы на 3 минуты. Дайте воде напитаться этими звуковыми кодами, окончательно закрепить свою новую, чистую структуру. Только после этого прибор можно отключать. И теперь критически важный момент. Запомните, для жесткого и уверенного очищения организма от программ 3D-матрицы я использовал именно мертвую воду. Это мощнейший инструмент детоксикации. Многие пытаются смешивать живую и мертвую воду. Я тоже так делал. Но скажу вам честно, идеального самочувствия после такого коктейля я не ощутил. На своем пути исследователя я пришел к выводу, что у каждой воды своя задача и свое время. Как именно я разделяю эти процессы, какую воду нужно пить для наполнения и как приготовить тот самый идеальный эликсир, об этом мы поговорим уже в следующей части. Мы только начали этот путь. Впереди еще 5 аппаратов и секреты питания после голода. Подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение, потому что эти знания – ваш билет из матрицы в пространство 4D. Самое важное – это практика. Как именно я использовал эту мертвую воду из эко-вода 6, максимально насыщенную кремнием? Я внимательно изучил инструкцию, перепробовал разные схемы на себе и вывел свой идеальный алгоритм. Запомните, этот аппарат я использую исключительно для глубокого очищения. Это не та вода, которую нужно пить литрами каждый день всю жизнь. Это инструмент для точечной, мощной детоксикации. Если вы чувствуете, что вашему телу нужна перезагрузка, что в нем накопились шлаки и программы 3D, начинайте этот протокол. Мой метод таков. Я выпиваю ровно 200 грамм этой воды. Важнейшее условие. Пить ее нужно строго натощак, на абсолютно голодный желудок. Ни в коем случае не пейте ее после еды. Так вы только навредите пищеварению. Я уже около 15 лет не завтракаю. Это моя привычка. Поэтому утром, когда мой организм максимально чист и готов к приему информации, я даю ему эти 200 грамм воды с pH от 4 до 5. Такая кислотность в сочетании с активным кремнием начинает мгновенно растворять все чужеродное, что застоялось в вашем теле. Я пью эту воду утром и больше ничего не ем до самого обеда. Она делает свою работу внутри, пока я нахожусь в активном состоянии. Но что происходит после обеда? Здесь мой путь расходится с классическими инструкциями. Во второй половине дня я перехожу на совершенно другую воду. И нет, я готовлю ее не в этом аппарате. Вода – это настолько глубокая и важная тема, что я не могу скомкать ее в один рассказ. В следующем видео мы продолжим именно разговор о воде. Я покажу, какой эликсир я пью для наполнения энергией, как его приготовить и почему это основа основ вашего здоровья. Итак, друзья, мы закрепили. 200 грамм мертвой воды натощак и никакой еды до обеда. Это база. Но теперь я должен сделать важнейшее предупреждение. Пожалуйста, слушайте меня предельно внимательно. Мой организм прошел через годы жестких чисток, длительных голоданий и духовных практик. Он закален и очень крепок. Я не призываю вас слепо копировать каждое мое действие, потому что не все тела готовы к таким нагрузкам сразу. Если внутри накоплено много паразитов и деструктивных программ, реакция на очищение может быть очень резкой. Поймите механику процесса. Когда кремниевая вода начинает выжигать патогенную флору, паразиты начинают гибнуть внутри вас. При их гибели выделяется огромное количество токсинов. Если их много, интоксикация будет колоссальной, и вы можете почувствовать себя очень плохо. Это не значит, что метод не работает. Это значит, что ваш сосуд переполнен ядом. Поэтому я делюсь своим опытом, но решение и ответственность всегда остаются на вас. Вдумывайтесь в каждое слово, анализируйте и, главное, ощущайте свой организм. Я не хочу, чтобы потом кто-то говорил: «Михаил Падука сказал делать именно так, и мне стало плохо». Нет, я здесь для того, чтобы показать вам путь, а не вести вас за руку по чужим следам. Вы должны найти свой собственный золотой ключик к здоровью. Ваше тело – это ваш уникальный храм, и только вы знаете его истинные пределы. Я даю инструменты, но мудрость их применения зависит от вашей осознанности. Слушайте свой внутренний голос, а не только мои инструкции. Теперь, когда мы прояснили этот момент, я продолжу рассказывать о своем личном опыте. Друзья, я хочу, чтобы вы правильно меня услышали.
Несмотря на все различия в интоксикации и багаж болячек, дозировка в 200 грамм мертвой воды натощак – это тот объем, который поможет абсолютно каждому. Это безопасный порог. Если вы чувствуете, что ваш организм перегружен проблемами, Начните с малого. Сделайте этот цикл – 200 грамм утром и полное отсутствие еды до обеда хотя бы в течение от 7 до 10 дней. Этого времени достаточно, чтобы запустить первые процессы очищения и дать телу сигнал к обновлению. Это мягкий вход, который под силу любому. Но вы знаете мой характер. Я исследователь, и я привык идти до конца, проверяя возможности человеческого тела на прочность. Я не остановился на 10 днях. Я подошел к вопросу жестко и бескомпромиссно. Я пил эту кремниевую воду по утрам не неделю и не две. Я делал это месяцами. Изо дня в день, месяц за месяцем я вводил этот инструмент в свою биологическую систему. Я повторяю, вам не обязательно повторять этот экстремальный путь. Но именно этот опыт позволил мне увидеть то, что скрыто от обычного взгляда, и почувствовать, как клетка за клеткой перестраивается вся моя матрица. Месяцы такого режима дали мне понимание, на что действительно способна эта вода. Но употребление внутрь – это лишь одна грань кристалла. Сейчас я открою вам следующую тайну. Помимо утреннего протокола, я нашел этой воде еще одно применение, которое может показаться вам неожиданным, но его эффективность просто поражает. Приготовьтесь, сейчас я расскажу, что еще я делал с этой живой энергией, чтобы ускорить свой выход из 3D-программ. И вот, друзья, мы подошли к самому главному. Когда я на протяжении месяцев пил эту кремниевую воду и увидел, насколько поразительно она трансформирует мое тело, я решил пойти дальше. Я соединил два мощнейших потока – длительное голодание и эту мертвую воду. Представьте, до какой частоты должен быть доведен организм, чтобы выдерживать такие нагрузки. Это не просто диета, это алхимия. Когда ваше тело находится в режиме автофагии на голоде, и вы добавляете туда активный кремний и низкий pH, происходит тотальное обнуление всех биологических ошибок. Сейчас я скажу то, что многие побоятся даже представить. Я использовал эту воду с pH от 4 до 5 не только для питья. Я делал ею клизмы. Поверьте мне, как исследователю, который прошел через это лично. Это сильнейший метод из всех существующих на Земле. Это выжигание патогенной среды на таком глубоком уровне, куда не доберется ни одно лекарство. Это очищение самого фундамента вашего сосуда. Не каждый сможет это повторить. И я снова призываю вас к предельной осторожности и осознанности. Но те, кто решится, познают чистоту, о которой 3D-матрица даже не позволяет мечтать. Эту информацию вы не найдете ни в одной книге, ни в открытом, ни в самом закрытом доступе в интернете. Этого просто нет. Это мои личные знания, мой выстраданный опыт и те коды, которые были переданы мне свыше еще в те времена, когда я даже не подозревал о существовании высших цивилизаций. И Иисус Христос, наш великий учитель, говорил о чистоте помыслов и тела, как о едином целом. И через этот метод я нашел физический ключ к этой чистоте. Я не рассказываю вам сказки, я делюсь инструментами перехода. И это лишь начало нашего пути к 10200 Гц. А теперь представьте масштаб этой чистки, друзья. 3 дня подряд, только мертвая вода внутрь и тотальное промывание извне. Я делал клизмы этой водой по 5, по 6, а иногда и по 10 раз в день. И я шел до самого конца. Моя цель была добиться момента, когда вода, выходящая из меня, станет такой же прозрачной, как та, что я заливал в аппарат, без единой капли нечистот, без малейшего следа того мусора, который мы копим десятилетиями в 3D-матрице. Я доводил свой организм до состояния абсолютной стерильности еще 10 лет назад. Это была не просто гигиена, это было изгнание паразитарных программ на физическом и энергетическом уровнях. Вы спросите, зачем такая крайность? Отвечу, чтобы выйти на частоту 10200 Гц, ваш проводник, ваше тело, не должно иметь сопротивления. Гниль в кишечнике – это низкочастотный якорь, который держит вас в цепях болезней и страха. Иисус Христос учил нас: чистое сердцем Бога узрят. Но чистота сердца невозможна без чистоты сосуда, в котором это сердце бьется. Я буквально вымывал из себя старый мир, готовя место для новых энергий. Повторюсь, это мой путь исследователя. Мой личный опыт преодоления, который открыл мне двери в 4D-пространство. Запомните, друзья, такая практика – это ядерный взрыв для ваших внутренних паразитов. Но это и колоссальная нагрузка. Если вы решите прикоснуться к этому знанию, делайте это с глубоким уважением к своему телу и под личную ответственность. Посмотрите на счетчик. Мы уже перешли отметку в 30 минут, а я не успел рассказать и половины того, что запланировал. Моя страсть исследователя и желание передать вам чистые знания берут верх над форматами YouTube. Я делаю это все для вас, и мне важно, чтобы информация усвоилась полностью, без пробелов. У меня к вам важный вопрос, на который я жду ответ в комментариях.
Напишите, пожалуйста, как вам удобнее воспринимать такой контент. Вам заходят такие длинные глубокие видео на полчаса и больше? Или мне лучше разделить следующие темы на 10 коротких частей по 10 минут? Друзья, вы можете спросить: Михаил, зачем все это? Зачем такие жесткие чистки? Зачем эти истязания организма? Отвечу прямо. Вы даже не представляете, на что способно ваше тело, когда оно чисто. До очищения человек видит мир в тусклых серых тонах 3D-матрицы. Но после того, как вы выжигаете из себя паразитарные программы и токсины, мир буквально включается. Цвета становятся ярче, контуры четче. Вы начинаете видеть реальность в совершенно другом спектре, более чистом и живом. Ваше восприятие переходит на частоту 4D, где каждый оттенок пропитан энергией Творца. Но меняется не только зрение, меняется сама ткань вашей судьбы. События в жизни начинают выстраиваться по-другому, через синхронистичность и высокие вибрации. И, конечно, 3D-матрица не может оставить это просто так. Она пытается удержать каждого, кто осмелился проснуться. Дорогие друзья, мы подошли к финалу первой части нашего пути. Я подробно рассказал вам о воде и первом аппарате, но это лишь верхушка айсберга. Матрица – это не просто слово, это сложная система, которая ежесекундно пытается удержать нас в низких, слабых вибрациях. Она питается нашими болезнями и нашим страхом. Более подробно о том, как работает этот механизм подавления и почему они так боятся нашего пробуждения, я расскажу в следующем видео. И не только здесь. Я открыл второй канал, который называется «Разоблачение». Именно там начнется самая жаркая битва за истину. Скажу вам честно, я очень не хотел идти этим путем. Начинать разоблачать конкретных людей, вскрывать их ложь – это тяжелая работа, которая неизбежно понижает мои вибрации. Я предпочитаю созидание и свет. Но сейчас у меня нет выбора. Это стало необходимостью. Те, кто стоит у руля системы, слишком оборзели. Они привыкли действовать безнаказанно, делая из меня козла отпущения, в то время как сами пытаются выставить себя ангелами на небесах. Они думают, что их костюмы и должности скроют их истинную темную природу. Но я вижу их насквозь. Я больше не позволю им делать из меня козла отпущения. Мы поменяемся ролями. Теперь я буду тем, кто задает вопросы, а они теми, кому придется отвечать перед лицом истины. Это необходимо сделать сейчас, потому что уровень их наглости перешел все границы. Подготовьтесь, дорогие друзья. Впереди полное разоблачение тех, кто возомнил себя богами на земле. Истина горька для грешников, но она – единственный путь к нашей общей свободе. Следите за выпусками, эта битва только начинается.